привет, с вами Райпов, и сегодня у нас на столе фрукт, который называется Evout или Evolved, называйте как хотите. Действие игры происходит в мире, который был создан еще в 2015-м в игре под названием Pillars of Eternity, да, и там мир, да, какой-то создался под названием Эгнос, Эрос, или сейчас, погодите, Эора называется мир, ну, собственно, вот, это все введение. И что там по завязочке вообще происходит? Я ни хрена не знаю про Pillars of Eternity, никогда не играл, просто увидел где-то, что играют в классную какую-то экшен, кайфовую там цветастую штуку. Я подумал, блин, надо заценить по-любому. И я вообще чувак, который, ну, не знает бэкграунда, я думаю, никто вообще не знает бэкграунда этой игры. В общем, захожу, начать игра нажимаю, дальше смотрю. Завязочка-то в чем? Что-то опять не так. Какие-то, блядь, хитросплетения, что-то там на острове, какая-то гадость проснулась. Мы эмиссар, мы какой-то посланник императора, который там вообще пожестче Нереварина из Моровинда будет. Мы нечто такое, что просто так не посылают. Нам сразу дают понять, что мы, блядь, особенные. Ну, подзаебало это, если честно, прямо так скажем. Может быть, кому-то нравится, да, когда ты, типа, особенный такой, компенсирует это твою какую-то ничтожность в жизни. Меня, наверное, сильно мама любила. Мне хочется поиграть за какого-то ноунейма, где ты сам добиваешься своей популярности, так скажем, да. Но неважно, в общем, факт есть факт. Мы вот такой вот эмиссар жесткий. Довольно классическое клишированное решение. Ах, да, я же изначально еще столкнулся с созданием персонажа, сделал вот такого вот брутального Гриффита и назвал его Гриффит. Я думаю, судя по лицу, именно такое название и вырисовывается. Вернемся, кораблекрушение происходит, очень все страшно, но мы просыпаемся в каком-то разноцветном прекрасном мире. И надо тут сразу же отметить графическая составляющая, ёханы-бабай, очень даже прикольная. То есть очень качественно сделано, подходишь вот к обезьянке синей, видится, что очень качественно, ё-моё, сделали. Весь бюджет, сука, ушел туда. Но, видимо, на аниматорах чуть-чуть сэкономили, потому что анимации, блядь, это, честно говоря, даже, ну вот, какая-нибудь игра Painkiller, наверное, посоревноваться может. Потому что, ну, пипец, вообще не чувствуется какого-то тяжести какой-то приколюхи такой, понимаете, о чем я, слов у меня не хватает описать. Ну, в общем, на анимациях сэкономили. Суховато как-то, если честно, но неважно, дальше идем. Начинаются классические диалоги. Что, чё, там, были, жили, блядь, и, в общем, честно, не знаю, игровой ли я сейчас импотент, потому что в последнее время выжжено все. Надежды остаются только на инди-проекты какие-то, которые вдыхают жизнь вообще в игровую индустрию путем нестандартных геймплейных решений и повествования. Но в подобных проектах мозг всегда дает команду скипать все, блядь, и читать по кривой. Знаете, когда ты читаешь просто теговые слова и пропускаешь, тебе неинтересно, потому что мозг улавливает уже знакомую картинку диалогов, скучно просто это все читать. Но, скорее всего, нет, игровая импотенция тут ни при чем, это действительно душное графоманское дрочево. И я еще не раз это повторю, будет это интересно только если ты, вот тебе лет 10, да, и ты оторвался от мобильного гейминга, папка дал тебе поиграть в компьютер, и это только тогда, и ты еще умеешь читать, да, тогда это может как-то показаться интересным. Когда ты человек с, громко скажем, искушенным взглядом, тебе, ну, похуй на это. Если тебе это интересно, и ты реально вчитываешься, то ты либо человек, который умеет пипец как сильно вживаться в это все, либо ты чем-то болеешь, забывая вообще все, что было до, и тебе подобное продолжает быть интересным. Лично у меня, как я уже говорил, мозг давал команду просто, блядь, пропустить и поскорее давайте к геймплею. Все, обезьянка мне рассказала, что что-то плохо произошло, все, и мы пошли дальше. Ну и сильно много не нужно играть, чтобы быстренько понять, что это действительно экшен, РПГ, как тот же Diablo, блин, я не знаю, Poe, но только от первого лица. Тебе придется искать новые шмотки, прокачивать ветки умений, там
становится ясно, что есть разные оружия ближнего боя, двуручные, одноручные, блядь. Магия есть, мороз, молнии, там на магии много чего завязано, разные заклинания, как и везде. Ну и луки еще есть, и огнестрел, если я уже не сказал. Так вот, и кроме всего этого, это партийная тоже экшен-РПГ, где с тобой будут ходить еще твои компаньоны. Вообще, кому-то нравится это. Ну, типа, когда ты ходишь, и с тобой еще 4 ебла ходит. Вот лично я просто индивидуалист такой, знаете, мне нравится прокачивать только одного персонажа и конкретно его отыгрывать. Мне не нравится, когда со мной есть еще 4 тела, у которых, блядь, обязательно еще мнение есть по поводу каких-то ситуаций моих, как это было в Divinity, но там это немного другая ситуация, немного другая игра, там хотя бы это обыграно. Интересно, здесь же это просто будут с тобой ходить боты, которых ты можешь, блядь, прокачивать, как я понимаю, но точно знаю, то, что, блядь, каждому из них можно еще костюмчик потом будет выбирать. И серьезно, ну, опять же, возвращаемся к 10-летнему мальчику, который с мобильного гейминга пересел на комп. Становится сразу же скучновато, когда ты это понимаешь. Держу в голове прикольный визуал и продолжаю идти. Прыгать, бегать тут можно. Есть какие-то замашки на паркур. То есть можно на неочевидные местечки забираться, лутать говно, которое потом тебе поможет, расходники и прочее, и прочее, и прочее. А, да, диалоги, блядь. Диалоги — это жесть. Там у тебя есть в начале, когда ты персонажа создаешь, выбор того, какие черты ты хочешь подулучшить. Типа там восприятие, да, вот это классическая ситуация. И исходя из этого у тебя будут какие-то варианты ответов, которые наверняка влияют, ну, пипец как кардинально, но, как мне кажется, нет. Они просто второсортные, написанные под разным углом одни и те же варианты ответов. Ну да ладно, допустим, игра не про это. Игра не про разговоры, она про жесткое месилово с магией, со своими друзьями. Также по пути встречаются всякие записки, где рассказывается, какой же здесь трындец происходил, какие-то рыцари сюда приехали, воины, армия, они, значит, тут расположились и начали потихоньку сходить с ума. Там, вон, значит, записки есть, где каждый рассказывал вырезки из дневников, в общем, где там пишут о ужасах, но не чувствуется вообще ужаса никакого. Просто лежат тела, графически неплохо так сделанные тела. Ну и сразу память, враг мой, она мне напоминает, ага, есть атрибуты, которые были уже в других играх. Артемчик, скорее всего, в этой игре ты просто будешь идти дальше так же, только, допустим, у тебя будет уже не вот этот стальной меч, а хорошо, золотой зачарованный меч у тебя будет там с альтмирскими доминионами. Что я сказал сейчас? Неважно. В общем, очень зачарованный меч. Ты будешь также рубить этих ящеролюдов страшных с более большим количеством хп. И в конце концов тебе придется сразиться с виновником этой заразы, с каким-нибудь боссом. И, конечно же, тут интерес потухает полностью. Но я продолжаю. У тебя есть зажимающая атака, более сильная. У врага есть защита. Нужно сбить защиту, чтобы сбить хп врагу. Все. Твой, допустим, бот-напарник может в это время кое-как там кромсать этого противника. Смысла, мне показалось, от этого мало. И вообще в играх смысл идентичный. Делать что-то, чтобы помогало это делать это же, но в более сложных условиях. Но важный аспект в геймплее. Взять же, например, Тарков, кто шарит, поймут. Это просто хуйня ебаная. Ты собираешь мусор, чтобы потом отнести это в свой схрон, чтобы потом это продать, и чтобы потом более успешно лутать мусор для того, что... Лутаешь мусор для мусора, только не для мусоров, я не знаю, что тут еще сказать. Это душная хуйня, по большому счету, но весь интерес в геймплее. Если мы возьмем PvP Тарков, да даже PvE, там интересно с ботами сражаться, потому что одно неловкое движение, и ты погиб. Я, конечно, утрирую, но буквально ты выглянул в другую сторону, это может решить судьбу твоего похода. И да, хоть там не все так идеально, но это немножечко заставляет делать эти душные действия, душные условия с интересом. Тут же ты видишь абсолютно клишированный сюжет с абсолютно неинтересным
геймплеем, но визуал прикольный. Конечно, мы с вами еще не обсудили странную, наверняка сюжетно аргументированную, но внешнюю составляющую местных жителей. Еще на этапе создания персонажа я увидел какие-то непонятные наросты, кораллы из голов, и это было что-то типа доказательства твоей божественной силы, что-то такое, и все это выглядит так цветасто, срано, но тут есть условия, да, приморские условия, и типа тут какой-то Ктулху заправляет всем, и у кого-то, наверное, из головы это прорастает. Это чересчур как-то даже цветасто. Я, конечно, не любитель подобного цветастого говна, но я любитель больше Dark Fantasy. Но, допустим, в тот же Divinity я поиграл с кайфом, несмотря на то, что там, тоже цветастое дерьмо. Да ладно, выглядит это прям вырвиглазно, честно говоря. Я действительно что-то как-то не просмотрел. Есть там сетевой момент своим гей-другом погонять по этому миру, потому что если есть, то есть хотя бы какой-то смысл, потому что все-таки я понимаю, есть некоторые менее привередливые люди, менее, может быть, зажравшиеся, и им просто, знаете, как жвачку пожевать, просто интересно походить по такому миру, и в таком случае, честно говоря, я понимаю их. Мир прикольный, красиво сделано, краски цветастые. Если вам в жизни не хватает цветастых красок, либо вы хотите реально, если там сетевую игру, если она есть или ее добавят, если вы со своим другом хотите утешить друг друга в этом цветастом мире, то, по-моему, это замечательно. И да, подытожим с боевкой. Боевка, максимально однообразная. Зажимаешь сильнее стреляешь, какие-то есть тайминги, у тебя есть увороты, которые, опять же, всрато сделаны из-за того, что, видимо, весь бюджет игры ушел на текстуры, а не на анимации. И мы в этой первой локации встречаем эту обезьянку, потом какую-то чувиху вызволяем. Чувиха сильная, чувиха огрызается, оскорбляет, с характером женщина. В записках тоже пишется, что она посылала стражу. Она сильная. Потом мы с обезьянкой и с чувихой сваливаем на корабле в какую-то другую локацию. Там же игра нам дает понять, что все, пролог закончен. Мы прощаемся с обезьянкой и с чувихой. Нас встречает еще одна чувиха, которая нам предлагает уже рыба-человека пойти с нами. И я, может быть, невнимателен был, но, по-моему, нет варианта отказаться от этого рыба-человека в качестве спутника. Я что-то там нажал, вроде все равно не было варианта скипнуть этого чувачка. В общем, он со мной везде перся. И когда приплыли в эту локацию, конечно, ощущение тут плюсовое было, это масштабность. Несмотря на то, что, скорее всего, это игра с открытым миром, да, но кишковидная, как мне показалось. Я, опять же, только 1,5 часа играл, могу ошибаться, пишите, где не прав. Масштабность ощутилась. Несмотря на то, что эта локация прибрежная, какое-то с маяком село, да, все равно большое ощущение, что оно действительно не маленькое. И радует то, что если вы действительно чувствуете интерес к игре, то есть неочевидные разные местечки, где можно подлутать того самого гамна, чтобы потом сражаться с гамном более посерьезней. Была там такая ситуация, что стоят два каких-то тупых быка, которых нельзя ударить почему-то. За ними закрытая дверь, и слышно, как сундук издает звук, что там ценности. Я чуть-чуть приложив супер high level IQ головой мощностя приложил, в общем, и обошел это здание и залез немножечко в дырочку, которую я сломал, и залез туда в сундук. И кто-то, наверное, скажет то, что стоит сначала пройти полностью игру, а уже потом говорить свое мнение. Нет, ребята, если тебя не зацепила игра, то не нужно раздвигать свои анальные пазы сильнее, еще не нужно. Не нужно выкручивать себе свои места. Не понравилось, пошло оно на... Нет, если я ошибаюсь, я всегда признаю свою ошибку. И, скорее всего, там, наверное, меня ждут тарантиновские диалоги, где я буду просто кайфовать от взаимодействия персонажей. А дальше взаимодействие с противниками будет вообще еще жестче, чем просто уменьшение ХП от плохих анимированных ударов. И да, знаете, простая ситуация, не знаю, а у одного ли меня такое, напишите ответ свой по этому поводу, потому что когда я вижу подобных играх то, что лежит мертвое тело, я бью по нему, и оно вообще почти что не реагирует, это очень сильно бьет по вовлеченности, потому что, возможно, у меня деформация, потому что я в свое время играл в такие игры, как Мартхау, где расчлененка происходит полнейшая, и с телами можно поступать вот так.
Но когда ты играешь, и тело, которое ты только что завалил, вообще никак не реагирует, это, по-моему, уже признак очень сильной отсталости. Ну, по крайней мере, для меня, не знаю. Возможно, опять же, я сильно придираюсь и притягиваю за уши, но факт есть факт, это прям убивает какой-то вайб сражений, что ли. Так вот, когда мы находились в портовом городишке, я уже говорил, что кажется оно прям просторным. Все оно населено какими-то NPC. Не знаю, дают они задания, не дают. Те, с кем я взаимодействовал, это были какие-то бандюки, с которыми даже нельзя подраться за то, что они говорят пакости в твой адрес. Но пройдя дальше, я понял, что есть аналоги стоянок, где ты можешь заночевать со своими спутниками дорогими, дать им костюмчик новый, если ты нашел в данжике. Вдруг классный классический костюмчик появится, а я наряжу своего спутника и буду от этого кайфовать. И тут сразу же есть готовые модули твоего лагеря, где ты, скорее всего, сможешь улучшить свою броню для того, чтобы пойти на страшных монстров в более усиленном обмундировании. И вообще можно сохраниться, как я понял, и заночевать. В общем, как я уже сказал, кого-то это вдохновит, как жвачка, похавать, так просто, не задумываясь, побегать, как говорится, погонять чертей, кому-то может и понравиться. Так, кстати, выходя дальше за эту стоянку, уже выходишь из города, сразу же перед проходным пунктом там находится маленький домик, и в нем эти ящеролюды. Ну, что это такое? Вы что, не охраняете свои периметры должным образом? Тоже минус жирнейший. Реалистичность, конечно, не требую какую-то, но это тупо выглядит, когда перед самым входом в город есть разрушенный домик, где сидят злые черти. Так вот, выйдя чуть дальше, вообще становится ощущение огромных пространств. Вот это прикольно, вот это прям понравилось. Но на этом как бы все. И говорите, в чем прав, в чем не прав, как вам вообще это варево, спонтанное, халтурное. И, играйте на здоровье, если вы. Спасибо, что послушали. Всем удачи, еще свяжемся с вами как-нибудь. Давайте.